Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня покажу вам рецепт невероятно ароматного пасхального кулича. Для его приготовления нам понадобится 3 желтка, 25 грамм свежих дрожжей или 2 чайные ложки сухих, 300-350 грамм муки, 75 грамм сахара, 60 грамм сливочного топленого масла, 100 грамм цукатов, 150 грамм кипяченого молока, пол чайной ложки куркумы, щепотка соли, ванилин на кончике ножа или 20 грамм ванильного сахара, лимонная цедра 1 чайная ложка. Первый этап. В емкость для взбивания выливаем яичные желтки. Добавляем туда же сахар, соль и ванилин. Взбиваем на максимальной скорости 3-4 минуты. На втором этапе просеиваем муку дважды, для того, чтобы ее максимально насытить кислородом. Обязательно берите муку высшего сорта. Далее берем емкость, в которой будем замешивать тесто. Вливаем взбитые желтки, муку, но не всю, 50 грамм откладываем в резерв. Дрожжи мелко измельчаем. У меня дрожжи львовские экстра, они быстродействующие и не требуют делать опару, поэтому я сразу ввожу их в тесто. Если у вас дрожжи обычные либо сухие, сделайте опару заранее и на этом же этапе введите в тесто. Дальше добавляем куркуму, чайную ложку цедры. Я использую смесь лимонной и апельсиновой, вы же можете использовать либо одну, либо другую. Если свежую, вам понадобится 2 лимона. Я слегка взобью полученную смесь миксером, мне так удобнее, по рецепту же это все перемешивается ложкой. Добавляем молоко и еще раз перемешиваем. На этом этапе в полученную массу добавляем растопленное сливочное масло комнатной температуре. И все-таки я еще добавлю 50 грамм муки, мне кажется, что тесто слишком жидкое. И вымешиваю руками 15 минут. Сначала я буду замешивать в емкости, пока тесто станет более податливым и не так сильно будет липнуть к рукам. Я решила дальше вымешивать тесто на силиконовом коврике. Как видите, это не очень удобно, коврик сильно ездит по столу, поэтому я перехожу работать на столешницу, немного смазывая ее растительным маслом. Прошло 10 минут. Вот такой он у меня на данном этапе. Как видите, я не присыпаю стол мукой, а смазываю подсолнечным маслом. Почему? Во-первых, у меня домашнее подсолнечное масло. Оно очень ароматное и придает такого особенно приятного вкуса. А во-вторых, и самое главное, я не хочу перебить тесто мукой, а лишь добиваюсь того, чтобы оно не приставало к столу. В общем-то все, я думаю, этого достаточно. Скатываю тесто в шарик, беру миску, тесто защипываю вот таким образом и этим защипом кладу в миску. Накрываю полотенцем и ставлю в теплое место без сквозняков. В моем случае это разогретая и выключенная духовка на 30-40 градусов на час 15. Тем временем, пока тесто поднимается, смазываю формочки для выпекания подсолнечным маслом. Использовать буду именно бумажные, с ними мне удобнее. Вы же можете использовать разъемные либо любые другие, главное смажьте их маслом и присыпьте мукой. Сегодня буду добавлять цукаты, заранее замочив их в кипятке на 15 минут, после этого слила воду, просушила бумажным полотенцем и присыпала мукой. Спустя час смазываю слегка стол маслом, выкладываю тесто и немного его растягиваю. Высыпаю поверх цукаты и вмешиваю их в тесто. Готовое тесто я разделяю на 2 части. Буду выпекать одну большую и одну маленькую. Защипываю их так же, как я показывала ранее.
и перекладываю в форму. То же самое проделываем и со второй частью. Форма должна быть заполнена на 1/3, так как такое тесто очень сильно поднимается. Отправляем уже наполненные формочки в теплое место на 15-20 минут, накрыв полотенцем. Спустя 15 минут я достала форму, чтобы показать вам, как они поднялись. По-моему, в 2 раза точно. Если хотите, можете смазать верхушки яйцом. Я этого не делаю, меня устраивает и такой результат. Теперь можем отправлять наши куличики в разогретую духовку на 170-180 градусов, подогрев сверху и снизу без конвекции. Маленькая будет выпекаться 30 минут, большая 45. Вот уже прошло полчаса, я достаю маленькую и проверяю шпажкой. Если она выходит сухой, значит кулич готов. Прошло еще 15 минут. Готов и большой. Кладем их остывать на бочок, чтобы тесто пока горячее не оседало. Я думаю, маленькая пасочка уже достаточно остыла. Хочу вам показать, как легко снимается форма. Вот такие красивенные кулички у меня получились. Они очень мягкие и ароматные. Запах стоит просто невероятный. Пока они остывают, хочу приготовить глазурь. Сегодня буду использовать швейцарскую меренгу. Она мне нравится больше всего. Для ее приготовления мне понадобится 100 грамм яичных белков, 180 грамм сахарного песка, щепотка соли и ванилин на кончике ножа. В белки добавляю соль, ванилин и сахар. Ставлю на водяную баню и мешаю до момента растворения сахара. Обратите внимание, наша цель не взбить белки, а просто растопить сахар. Зачем нужно постоянно вымешивать? Если этого не делать, по краям белки заварятся и образуют крупинки, которые нам не нужны. Этот процесс достаточно быстрый и занимает 1,5-2 минуты. Если вы боитесь, что у вас сахар все еще не растворился, можете макнуть и провести пальцем по стенке. Если не чувствуете кристалликов, значит готово. Снимаем и сразу взбиваем на максимальной скорости 3 минуты. До вот такого состояния. Для того, чтобы глазурь быстрее высыхала, я добавлю 50 грамм сахарной пудры и тщательно вымешаю. А дальше дело за каждым. Лично я беру куличик и просто окунаю его в глазурь. Немного проворачиваю в сторону, для того, чтобы захватить все участки. Даже красивый вихрь у меня получается. Если где-то в некоторых местах не покрыто, можете смазать ложкой. Вот и все. Я очень довольна результатом. Они очень ароматные, очень мягкие, очень красивые. Хочу показать вам разрез. Вот сейчас посмотрите. Это именно то, за что я люблю швейцарскую меренгу. Она абсолютно не твердая, и ее получается достаточно много. А ведь все мы знаем, что самая вкусная часть – это верхушка. Особенно для детишек. В прошлом году я перепробовала много рецептов, и на самом деле этот мне нравится больше всего. Почему? Ну, во-первых, тесто не сухое, оно тает во рту. Во-вторых, очень красивый насыщенный цвет и аромат. Ну и что, по крайней мере, главное для меня, в нем очень много пор, но нет больших дырок. Ну и, соответственно, получается очень красивый разрез. На этом у меня все. Если вам понравилось мое видео, нажимайте пальчики вверх, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео с рецептом творожного кулича и других. Желаю вам тепла в душе, солнышко над головой, с наступающим светлым праздником Пасхи!